Приветствую подписчиков и случайно забредших сюда людей. Вот, давненько не было видео на канале, потому что я переключился на другие проекты. Вот, ну, иногда в Discord заскакиваю и увидел такой кораблик там. То есть мне он визуально понравился, он был еще в таком вот уменьшенном варианте. То есть классно выглядит, на мой взгляд. Вот, он сделан в ванильном стиле. По сути, это более компактный Севастополь, уменьшенный, потому что вот эти вот прям элементы это Севастополь, вот это Севастополь, Севастополь, вот это практически Севастополь, то есть с добавлением немножко брони. То есть вот эти вот тоже очень похожи на Севастополь. То есть вот это все Севастополь. То есть это ванильный стиль. То есть и визуально мне понравился кораблик, я его решил улучшить. То есть внести изменения. И после улучшения он перестал быть ванильным, по мнению сообщества. То есть разгорелся небольшой срач. Вот, но я давно уже говорю, вот, доказываю, что ванильный стиль, он красивый, но говно. Вот, именно по эффективности. Мне не верят, тот решил записать видео с аргументацией, потому что текстом писать это все долго получается, то есть с картинками проще наговорить. Я не оратор, конечно, и без подготовки и без сценария, вот, но постараюсь побыстрее, так, минут на 15, может быть 20, быстренько разобрать все косяки ванильного стиля. То есть, во-первых, это БК сразу за броней, то есть это прям классика жанра, то есть сюда прилетает зенит ракета, либо АП снаряд, все, вот это все взрывается. Вот это тоже прям за броней, то есть вот это не считаем, тут практически нету прочности никакой. То есть оно все это дело взрывается. Маленькие тоже вот здесь вот дырки, все это дело взрывается. Вот это БК возле мостика, это тоже классика жанра. То есть вот это прям вот первый косяк, да, то есть это не защищенный боекомплект. И это, кстати, первое, что я исправил в своем проекте, да, то есть, ну, в улучшении этого проекта. То есть я перенес все это в центр, максимально защитив. Вот. Второй косяк это дырки. То есть он корабль дырявый. То есть раз, два, три дырки там. Здесь вот это все плохо, незащищенное. Вот это все ужасное. Вот сплошные дырки. Это, то есть двигатель тоже не защищен. То есть от боковых вот огня. То есть вот у него хитбокс. Вот он здесь вот начинается. То есть вот так вот. Все, что попадет вот сюда, вот в эту зону, оно будет повреждать двигатель. То есть вот этот, это все косяк. То есть ванильный стиль, он дырявый. Вот. И мало того, что он дырявый, у него еще проблемы с бронированием, то есть с точками крепления. То есть здесь местами вот получше, чем у Севастополя, но все то же самое. В принципе, как бы одни и те же проблемы. То есть здесь хотя бы броня, вот кусок брони, а здесь с этой стороны не броня. То есть просто прочности никакой нету. Все, вот мы отваливается. Вот это то же самое. Отваливается кусок, брони нету. Вот, отваливается кусок, брони нету. Кусок отваливается, брони нету. То есть точек крепления в нормальном корабле, то есть в идеале, наклонная броня с двух сторон должна крепиться к другой броне. То есть тогда это получается прочная конструкция, а не вот это фуфло. То есть то же самое, вот корпус, прочность 40, прочность там 120, но он уничтожается элементарно, то есть бах, разваливается. То есть это все фуфло. То есть вот это вообще тоже классика жанра, то есть три модуля брони вот, держатся на соплях. Вот, на одном корпусе, на втором корпусе. Вот этот корпус как бы после всех изменений от Константина, он прочность у него хреновая. То есть если для корабликов маленьких корветов еще имеет какой-то смысл, вот, ну, там начинаются проблемы с весом, они сильно тяжелые. Вот, но там хотя бы от 37 и 57 миллиметров хоть что-то они там как бы защищают. В войне, скажем так, крейсеров вот это не сильно отличается от обычного корпуса, то есть усиленного. Мы вот так вот, вот это уничтожается, вот это уничтожается. Вот у нас вот эта броня,
все, выкидывается, ее нету. То есть она что есть, что нет. То есть с тем же самым успехом он практически мог бы сделать корпусом, защитить. То есть эффект был бы, ну, чуть-чуть хуже. Вот. Вот это то же самое. Маленький. Вот, все. Вот этой вот брони нету. Вот. А это вообще конструкция, она вот на вот этой вот пупуське мелкой держится. То есть все, вот это вот разваливается. То есть, точнее, вот это уничтожается, вот это все отваливается. То есть, вот эта вся броня, вот эти все сенсоры, все, оно не держится. То есть, и у нас получается мостик свободный. То есть, и в том же самом, там, варяг, кочевник, вот, все, кто играл, вот, прекрасно знают, что при стрельбе вот где-то с этого направления, особенно 180 мм АП снарядами, мостик уничтожается буквально с одного залпа. То есть одно точное попадание, мостика нет, вот этот весь корабль гибнет, потому что он никак не защищен. То есть вот этого вот брони тут толком и нет. Еще следующий косяк тоже, что у Севастополя, что, ну, здесь чуть меньше, у Севастополя больше, вот, но пустое место внутри. То есть все, что мы пропустили пустое место, это мы раздули размеры корабля просто так. То есть чем больше размеры корабля, тем больше нужно брони, чтобы его защитить. Чем больше брони, тем это дороже, это тяжелее, это больше расход топлива, меньше дальность и меньше боевая маневренность. Вот, боевая маневренность здесь тоже два только двигателя. И на 30 тысяч тонн это кирпич. То есть он только вверх и, наверное, чуть-чуть вниз. То есть вниз падает под своим весом, вспомогаются вот эти двигатели, вверх это вот вся статика работает. То есть пытаться уворачиваться вверх-вниз. Пытаться переместиться влево-вправо это более страдания. Потому что, то есть если в сложном бою тебе начинают здесь вот это все разбивать, то это все начинается как бы тут одни осколки, все это дело печально. Ты пытаешься сменить позицию, перелететь с правой части карты налево, чтобы подставить вот эту броню. Вот. Тебя сверху обстреливают, вот это ты это дело все теряешь, вот эти вот дорогие все эти теряешь. Либо снизу начинают обстреливать, и вот сюда по-любому попадают, и это все дело взрыв, и это все дело печальное. То есть ты либо пытаешься танковать одной стороной, а это только прокатывает в легких боях, а если какой-то тяжелый бой, вот, то ну, я рассматриваю вообще с модификацией, конечно, что для меня ванильные бои это слишком легко. Вот. Ну, для людей, которые плохо стреляют, плохо маневрируют, то есть для них может быть сложно. Вот, и они здесь все это дело начинают терять, либо они продолжают терять там шквал, вот это вот дело взрываются, либо они пытаются переместиться на двух двигателях по полю боя, и все это дело приводит либо к потере верхних дорогих модулей, либо снизу все это дело взрывается. То есть боевая маневренность у него никакая практически. Вот. Здесь вот тоже шасси толком не защищены, то есть вот это вот, ну как бы дырка есть, тоже не есть хорошо это все дело. То есть, ну, покажу сейчас. Развесовка, сейчас вот закончу это. То есть смещен, вот центр тяжести должен быть здесь, в идеале. Вот, он смещен влево, и он никак не компенсирован. То есть мало того, что тяжелая башня, БК тяжелые, с левой стороны их больше. То есть генераторы тяжелые, они вон с левой стороны их больше, чем с правой стороны. А вот эти вот модули тоже, ну, их практически, они более-менее равномерны как раз. Вместо того, чтобы хотя бы генераторы больше в правую часть сместить, он, ну ладно. Никак не компенсирован, а он будет падать левой стороной вниз. То есть будет заваливаться. То есть никто это дело не компенсировал. Так, сейчас рассмотрим оригинальный Севастополь. Вот, у него те же самые проблемы. БК доступны. БК возле этого мостика. Вот здесь вот защита такая же тоже. То есть вот эти вот. Все держится на корпусе усиленном. Вон там, вот так вот делаем, все, оно все отваливается. То есть, ну, это что это такое? То есть, а вот сюда это вообще стрельба. То есть, вот сюда этим АП снарядом это все взрывается и мостик взрывается. То есть, все те же самые дырки, все те же самые тяжелые, точнее, дорогое навесное оборудование. Здесь все то же самое. Здесь вообще даже брони нет. Все это дело сюда простреливается, все это дело горит. Снизу простреливается, все это дело горит. Простреливается, все дело горит.
пустое место, то есть зачем оно пустое, то есть часть модулей можно было сюда вот перетащить внутрь, как бы, и подужать корпус. Ну, ладно. Здесь тоже шквал, он близко к броне. То есть все, что сначала вот эта броня будет уничтожена, вот через вот эти вот дырки, в том числе даже броня, если не будет уничтожена, через вот эти дырки оно будет шквал получать урон. А шквал восстановить в компании может быть не так уж и просто. Здесь вот это, конечно, тоже стеклянные окна в пол, и между ними стальная железная дверь. Для чего? Непонятно, да? Ну, вот. Все это дело разваливается. Здесь вот тоже БК, вот сюда вот так вот прилетает урон, здесь никакой брони нету. Все это дело взрывается. То есть ванильный стиль красивый, но убогий, неэффективный и дырявый. Вот. Это сам стиль такой дырявый. То есть только ты начинаешь убирать вот эти все косяки, то есть сейчас я покажу. То есть вот это все ты начинаешь защищать, вот это все это дело защищать. Здесь это тоже стараясь защитить вот это все дело. Здесь вот броню тоже ставишь, все это дело защищаешь. Ты лично на мой взгляд, как бы оно не сильно меняется и можно назвать ванильным стилем. Все, абсолютно все в сообществе HighFleet начинают утверждать, что это не ванильный стиль. То есть он перестает быть ванильным. Вот, показываю корабль с моими улучшениями. То есть все, корпус все то же самое. Как бы общие габариты, все это дело, все то же самое. Вот. Но самое главное, то есть все это, БК убран в центр, защищен двойным слоем брони, сверху, снизу, дополнительно двигателями защищен для большей маневренности. То есть где-то, раза в два он быстрее перемещается в горизонтальной плоскости. Конечно, не мои корабли, которые изначально проектировались под маневренный бой, но лучше, чем было. То есть шквал убран внутрь корпуса подальше. Вот. Танковать, если что, двигателем лучше. То есть если я этот двигатель, вот этот двигатель потеряю, ничего страшного. Есть еще вот эти двигатели, корабль не упадет. Но я продолжу отстреливаться. То есть мостик защищен сплошным слоем брони. То есть вот это не стал убирать, как бы башня это часть стиля. Вот, но хотя бы вот эти дорогие модули, чуть-чуть угол изменил, да, то есть чтобы хоть боковые вот эти под небольшим углом снаряды не уничтожали ракеты, спринты. Здесь тоже хоть чуть-чуть вот так вот прикрыл, защитил. То есть оно как бы не от всего спасет сверху, если будет стрелять, но хотя бы чуть меньше денег на ремонт вот уйдет. Здесь сплошная броня, здесь вот так вот броня, здесь броня, то есть все защищено полностью. Казы, мало того, что вверх-вниз, вот, они еще и диагональные. Все диагональные защищены нормально броней, вот, все нижние защищены броней, верхние единственное тут без вариантов. То есть здесь пытаться защитить броней, это либо спринтов лишаться, либо вот это вот будет мешать. Вот. Здесь как бы не вариант. То есть пустых мест нету. Вот, здесь БК убрано повыше, чтобы если отсюда снизу будет прилетать, вот, максимально защищенный это. Здесь вариантов не было. Вот, убирать можно было куда-то сюда, ставить единичные вот эти штуки. БК, в смысле 2 на 1. Вот, но не стал этим заморачиваться, потому что здесь тоже была бы вот эта проблема. То есть я бы тут только 3 штуки разместил, а мне нужно было еще и развесовку париться. Вот, то есть я максимально тоже вправо перенес вес, вот, чтобы всего лишь одним двигателем скомпенсировать крен при посадке. Здесь тоже вот это оно, конечно, может быть уничтожено при сильном противнике, вот, но здесь еще есть слой брони. То есть вот это не будет получать повреждения, пока есть броня. Вот. В оригинале, конечно же, там ничего нету, это дырка. Вот это будет уничтожено, вот это будет уничтожено. Дальше начинается шквал уничтожаться. То есть дырка в броне это вот отличительная особенность ванильного этого стиля. Здесь тоже двигатель защищен. Вот. Сейчас, по-моему, в Севастополе тут тоже есть вот такая
конечно, при уничтожении, то есть если вот сюда будет прилетать, вот эта штука уничтожится, оно все отвалится, да. То есть одна точка крепления, это косяк. Вот, ну хоть что-то было. Вот. Здесь две точки крепления, то есть даже если вот это вот будет уничтожено, здесь еще внутренняя вот это вот есть. То есть она не бронированная, это обычный корпус, но до него через броню никак не доберешься. Вот. Ну вот как-то так получается. То есть корабль стал дороже, корабль стал тяжелее. Вот, он дальность меньше. Ну, при прокачке уровня экипажа, как бы оно там станет за 3000, то есть увеличится. Вот, дальность. Ну, он стал намного эффективнее именно в бою. То есть он более защищенный, он более маневренный, вот, и меньше потратишься на ремонт при, ну, при борьбе с одинаковыми противниками. То есть здесь из избыточного только один РТР за 1000. То есть их тут два вот так вот как бы для полного обзора. Третий на всякий случай, это на случай ядерной войны. То есть при количестве таких вот пушек 37 миллиметров, как бы эти спринты нужны только против крылатых ракет ядерных. Вот, обычные ракеты, они сбиваются нормально. Вот, поэтому 3. Вот, в оригинале тут избыточно, то есть их раз, два, двойной, 4 штуки. И РТР еще дополнительно, то есть, ну, дополнительный бюджет тратится. Вот. Ну, как-то так. То есть это вот мои аргументы, почему ванильный стиль при всей его красоте является, ну, неэффективным говном. Вот. И почему я давно уже его не строю. То есть и вначале я улучшал, пытался эти ванильные корабли. То есть потом увлекся, делал корабли именно в ванильном стиле, но понял, что это приходится делать над собой усилия, потому что ты сознательно оставляешь дыры в безопасности корабля. То есть это все вот дело, оно выглядит очень стрёмно. То есть, и, кстати, вот тут тоже вот он еще аварийные капсулы, да, то есть по 17 тонн весят. То есть с помощью, то есть он здесь вот тут посередине, даже чуть-чуть влево тоже сместил. В принципе, он их мог бы, вот эти вот капсулы, мог сюда повесить. А спринты, они там весят 4,6 тонн влево. То есть не сильно, но это бы в правую сторону это центр масс сместило бы, да, то есть вот. Я, например, тоже вот все мои капсулы, да, то есть как бы они вот здесь вот вправо, ну, здесь вот дополнительные, здесь они центрально. Раньше у меня вот здесь вот я их еще вешал, вот, пока не поставил казы. То есть, ну, при возможности капсулы желательно смещать вправо, то есть, чтобы хоть как-то компенсировать вес. То есть, вот тоже вот там генераторы по возможности вправо убрал, вот эти вот все легкие влево, эти тоже 2.1 этот каюты, ну, по возможности влево. Я их использую еще как легкую броню, то есть вот здесь вот легкая, здесь вот легкая броня, то есть, ну, короче, максимальная защищенность. Все во имя защиты, все во имя эффективности. И вот если посмотреть везде, как бы, то есть нету небрежности. То есть я каждую вот эту броню прощелкал, чтобы оно было все аккуратно, чтобы не было вот такого не было. То есть, чтобы не было вот такого, да, то есть вот такой фигуринки, чтобы оно все вот это ровненько было. То есть не вот так вот сверху на шлепке, да, то есть, а вот так вот все прощелкал, вот так вот, потом вот так вот. То есть, ну, я считаю это, скажем так, эстетически приятнее гораздо. То есть мы вот это вот, это его оригинал. То есть вот он, вместо, он вот так вот не прощелкивал, да, то есть оно даже выглядит лучше. Вот. Вот. Вот так вот. Все это дело прощелкивается и ну, здесь, ладно. Вот эти вот тоже вот. Можно же вот так вот прощелкать. Я специально это не исправлял, как бы перед видео. То есть можно, оно все становится аккуратнее выглядеть. Вот так вот. Вот. Но мало этим кто занимается, как бы, и я считаю, что это дурной тон, если вот так вот не сделать, как бы. Оно, в принципе, по времени-то не так, чтобы много занимает, вот. Но
выглядеть становится после этого гораздо опрятней. Вот. Ну вот, люди так вот. Не перестаю бомбить по этому поводу. Вот. Надо делать аккуратно корабли. Ладно, на этом заканчиваю. Вот. Наговорил довольно-таки много. Вот. Ну, думаю, все аргументы, которые я привел, вот, вроде бы ничего не забыл. Вот, и теперь, если что, могу сослаться на это видео, чтобы не писать. Ну, хотя бы для русскоязычного комьюнити оно будет понятно. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. А, кстати, вот тоже еще последний момент. Вот мне нравится, вот когда вот так вот генератор, да, например, на полном 2 на 2. И очень не нравится, когда вот так вот на скошенном ставится. То есть оно мало того, что спрайты но на него залазят, оно еще и выглядит как-то вот, ну, плоско, очень плоско, некрасиво. То есть, если вот так вот бы оно было, вот так, оно по броне ничего бы не изменилось, по сути. То есть, оно вот это вот брони, что ее тут толком и нету. То есть, мы уже разобрались, что при попадании вот это вот будет уничтожено, вот это будет уничтожено, и броня сдохнет. То есть, если уж делать, да, как бы, то вот так вот и вот так вот. А это желание можно. Нет, так вот. Нет, так оно не влезет, понятное дело. Ну, куда-нибудь в правую сторону можно убрать. А, тут 3 убрано. Короче, одним спринтом меньше, одним больше, какая разница, все равно их потом перезаряжать. То есть вот так оно гораздо лучше выглядит, эстетичнее, чем оригинальный скошенный вариант. Вот. Сейчас я гляну. В Севастополе такое есть, нет? А, ну вот эти вот, да, скошенные. Ну, на мой взгляд, это убого. А тут здесь вообще, вот это вообще красота. То есть, вот эта броня, что она защищает? А, он тут вот этот треугольник. Короче, все это печально выглядит. Ну вот, хитбокс вот этой штуки выходит за пределы брони, то есть и генератор будет уничтожен до того, как будет уничтожена броня. Вот. Ну, вот такой вот у нас ванильный стиль. Вот. Всем до свидания.